Дорогие друзья, здравствуйте! Вчера, 9 января, мы предоставили вам видео, кто будет петь на инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Возможно, Димаш? С песней в конце «We are Golden». Как сегодня, 10 января, мы узнаем, что Димаш сделал несколько новых версий к этой песне. И сделал, как мне кажется, не зря. Скорее всего, Димаш будет петь именно эту песню в первый день инаугурации 17 января 2021 года. Хорошо, что он сделал новую версию, потому что в версии концертов Arnau Tour в этой песне он не показал вокал в 6 октав. Если я не права, поправьте меня в комментариях. А сейчас другое дело. Так что, скорее всего, песня «Олимпика» не будет звучать на открытии инаугурации, как все мы этого хотели. Об этом мы узнали в ваших комментариях под тем же видео. Кто будет петь гимн США, возможно, Димаш. Вы, наверное, заметили, что как только мы предлагаем, подмечаем или просто делаем видео о будущем Димаша, так оно в итоге и сбывается. Поэтому предлагаю вам активнее подписываться на наш канал и ставить свои лайки, если видео понравилось. Тем более, что мы опять будем делать прогноз о творчестве и жизни Димаша. Наше видео под названием «Где будет жить Димаш после инаугурации» даст вам полную картину о фактах, которые могут быть у Димаша в будущем. Думаем, что после инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки будет множество предложений Димашу со стороны продюсеров, музыкантов, композиторов и других. У Димаша сейчас наступает переломный момент в творчестве, в жизни. Он начинает задумываться о том, где будет жить в будущем, чтобы более эффективнее прилагать усилия в своей работе над собственным творчеством. Позвольте мне немного порассуждать о будущем Димаша. Будут ли мои мысли полезны или нет для Димаша, он посмотрит сам. Мы должны учитывать, что Димаш, судя по словам его бабушки, который до сих пор говорит, что хотел бы забрать свою бабушку в Соединенные Штаты Америки, думает намеренно жить и работать в Америке. И это понятно. Именно американский шоу-бизнес основывает и развивает всевозможные тренды в мировом пространстве. В Америке Димаш по-настоящему сможет осуществлять главную цель своего творчества – это популяризация казахского культуры и языка во всем мире через распространение своей собственной димашевской философии мира, счастья, радости в музыке. Очень важно найти город для проживания. Я думаю, что Лос-Анджелес и Сан-Франциско – это те города, где действительно можно развивать свой бизнес, какой бы то ни был, технологический или арт-бизнес. Напомню, бизнес с английского означает «дело». Любой бизнес требует материального вложения. Чтобы не попасть в нежелательные сети тех, кто предлагает нечестные деньги для развития сиюминутного прямо сейчас вложения, лучше самому найти лучший вариант. Так где, как не в таких городах, как Сан-Франциско или Лос-Анджелес, где каждый пятый житель является инвестором в те или иные компании, расти и развиваться. Нужно учитывать, что здесь расположена Силиконовая долина, там, где развиваются современные технические технологии, от компьютера до космонавтики. И этот современный дух распространяется на все другие сферы жизни. А что говорить об университетской среде? Стэнфорд, Беркли и другие университеты дадут возможность совершенствовать музыку в тесной связи с передовыми музыкальными технологиями. Я уже не говорю о передовых технологиях для шоу в звуке, в свете. Так что Димашу решать, где ему жить в будущем. Как осуществить переезд в США – это тема отдельного разговора. Мы не будем говорить предметно только о Димаше, мы будем говорить для тех, кому хочется осуществить свой переезд в США. Если вам это интересно, то напишите нам об этом и оставайтесь с нами, подключив колокольчик, чтобы не пропустить, возможно, и для вас интересную и полезную информацию. И еще очень важно подчеркнуть, мы, Дирс, будем помогать осуществлять цель Димаша, победить на Грэмми и взять заветную статуэтку в руки и сказать «Я достиг своей цели, я сделал это» путем наших подсказок и советов. Димашу решать, будут ли наши советы действительно полезны ему или нет, воспользуется он ими или нет. Вернуться на родину всегда можно. Важно почувствовать среду, быть там, где творческая жизнь кипит ключом. Возникает потребность открытия фан-клуба Димаша в Сан-Франциско, и мы это будем осуществлять пошагово. А хотели бы начать с конкурса среди детей и подростков. Кто лучше покажет свою любовь к музыке Димаша? Давайте будем развивать творческий талант в создании фильмов о Димаше. Конкурс для ютуберов детей и подростков. Важно, чтобы ютубер сам собрал и смонтировал материал. Напишите в комментариях, как вам наш конкурс, нужен или нет. В конце нашего видео мы поставили небольшой репортаж из Сан-Франциско. Посмотрите его, пожалуйста. На этом все, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч.
Мы находимся на Golden Gate Bridge. Это один из самых огромных мостов в мире. Он соединяет две части Сан-Франциско. Это символ города. Посмотрите, какая здесь красота. Когда ты будешь в Сан-Франциско, Димаш, я думаю, что в первую очередь ты посетишь эту достопримечательность со своими родителями, потому что эта достопримечательность очень интересна для туристов Сан-Франциско. Это своего рода паломничество для туристов на сегодняшний день. Но раньше, в 1915 году, в то время проходила выставка Панамско-Тихоокеанского региона. Я думаю, что эта достопримечательность очень будет интересна твоим родителям. В первую очередь, потому что они относятся к людям искусства, культуры, творчества. Потому что эта достопримечательность построена в стиле барокко. Посмотри, это будет очень интересным для тебя. А здесь самое романтическое место Сан-Франциско – это Ламбард-стрит. Здесь улицы подобны змеевидным таким формам. Я думаю, что это будет одним из излюбленных мест для твоих бабушки и дедушки. Посмотри, как улицы здесь соседствуют с домами. Эти дома сдаются в аренду. Мы едем по такой улочке. Она змеевидная улочка. И здесь мы видим, как на ладони Сан-Франциско.